Всем большой привет! Сегодня мы внедримся в главную загадку Cyberpunk 2077. Хочу заметить, что в данном видео все связано воедино, поэтому возможно повторы из предыдущих моих видео, но незначительные, не волнуйтесь. Это нужно, чтобы составить полную картину из всех малюсеньких кусочков. Что ж, пора доставать секретное оружие. Горячий кофе, который поможет нам не заснуть во время обзора. Давным-давно жил-да был такой мужик Ричард Найт. У него было свое видение идеального города, развитого, безопасного, полностью контролируемого корпорациями и свободного от общемировых экономических всплесков. Так, в общем-то, появился Коронадо-Сити, утопическая мечта Найта, которой он посвятил всю свою жизнь. Однако вскоре из-за довольно известной и влиятельной личности основателя в разговорной речи местных жителей Коронадо-Сити стал известен как Найт-Сити. Однако же планам Ричарда не суждено было сбыться. Утопическая мечта не понравилась местным группировкам, и Найт был застрелен у себя дома. Ты втираешь мне какую-то дичь. В память об основателе жена Найта создала организацию Knights Foundation, которая затем переименовалась в Night Corp. С годами Night Corp становился менее прозрачным и терял свое корпоративное лицо. Собственно, официально Night Corp по-прежнему занимается городом. Игроку регулярно, но ненавязчиво намекает на значимость личности Найта. О нем пишут во внутриигровом интернете, в газетах, на улице и так далее. Собственно, вы наверняка сами замечали. В современном же Night City компания является крупнейшим подрядчиком государственных закупок в черте города, занимаясь строительством и ремонтом таких объектов, как дороги, мосты, туннели, линии метро, электростанции, сетевые передатчики, водопроводные и канализационные сооружения. В общем-то, вы уже поняли, что в городе, по сути, эти объекты являются ключевыми, а? Night Corp также известна своими благотворительными организациями, предназначенными для помощи бедным детям Night City и стипендиальными программами для одаренной молодежи. Собственно, среди них был Джефферсон Пиралис. Компания также вкладывает значительные средства в исследования в области экологии и альтернативных источников энергии. Если есть что-то, чем Night Corp известна, так это секретность. Никто на самом деле не знает, сколько стоит корпорация, каков ее основной источник дохода и сколько людей в ней работает. Если кто не помнит, Джефферсон Пиралис — кандидат в мэра Найт-Сити, по совместительству большой идеалист и противник корпораций. В своей политической гонке он принципиально отклоняет всяческие подачки и корпоративные спонсорства. Пиралис хочет прийти к власти своими собственными силами, и к концу игры ему это удается. Джефферсон вырос в бедной семье, однако дорогу в мир костюмов для него открыла корпорация Night Corp, когда подарила обучение в престижном университете стоимостью 2 700 000 евро-долларов. В этом университете Джефферсон встретил свою будущую супругу Элизабет, которой тоже посчастливилась с подарком от Night Corp. Это всего лишь совпадение. Суд не верит в совпадение! И, возможно, это отнюдь не совпадение, а внедрение. Мы же свое знакомство с Пиральцами начинаем в квесте I Fought the Law, или Я боролся с законом. В названии этого квеста имеется глубочайшая отсылка. Этой знаменитой музыкальной композиции уже больше полувека. За долгую историю песни ее исполняли многие известные артисты, выступающие в разных жанрах от кантри до панк-рока. А в США наиболее успешной стала версия группы The Bobby Fuller 4, но, возможно, знаете трек благодаря The Clash. Слова и музыку сочинил Сонни Кертис, который тогда был участником группы The Crickets. В интервью Барту Хёрбинсону из Международной ассоциации поэтов-песенников Нэшвилла Кертис поведал, как шла работа над песней. Я написал ее как-то во время песчаной бури, сидя после обеда в своей гостиной в Западном Техасе. Мне понадобилось около 20 минут, прочитав текст. Вы согласитесь, чтобы такое написать, не нужно быть ракетостроителем. На самом деле, идея песни появилась у меня еще в средней школе. В те времена у меня было потрясающее воображение. Я только тем и занимался, что мечтал. Сначала я сочинил ее как песню в стиле кантри, в духе Джонни Кэша. О чем была эта песня и что меня побудило ее написать, я вспомнить не могу. Что ж, как мы видим из интервью, имеется некий сходство между Пиральсом и
Кёртисом. Возможно, именно во время своего обучения Пералис и начал думать об утопии. В тексте же песни речь идет о парне, который оказался в тюрьме, совершив серию ограблений. Закон оказался выше его. Тут тоже виднеется параллели с корпорациями. А самое главное, по сюжету песни герой потерял из-за своей борьбы свою возлюбленную. А в игре жена Элизабет причастна к заговору, собственно. Да и вообще она тоже говорит, что ее муж сильно изменился. В любом случае можно сказать, что он ее в каком-то смысле потерял. В общем, если кто не помнит, Перальса просит разобраться в подозрительной гибели мэра Найт-Сити. Люциус Райн умер от сердечного приступа, однако незадолго до этого Райн пережил неудачное покушение. Перальса думает, что реальная причина смерти — это заказное убийство. Покушение совершено киберпсихом Петром Хорватом, который получил имплант от анонимного источника. Немного отмотаем назад, вернемся к первому акту. Еще до смерти мэра рядом с магазином Эзотерика Мисси полиция воспроизводит запись места преступления, в котором замешан Петр Хорват. Потасовка закончилась тем, что боец Макс Такс остановил Петра выстрелом в упор. Выходит, что Петр не только выжил, но и был выпущен на свободу, после чего сразу же пошел убивать мэра. Хотя некоторые думают, что во втором случае просто использовалась текстурка персонажей с первого случая, поэтому между ними нет вообще ничего общего. Или же тут-то и начинается история о вживлении души. К слову, Макс Так — подразделение полиции, специализирующееся на киберпсихах и спонсируемое Night Corp. Это всего лишь совпадение. В ходе расследования выясняется, что Райан умер от скачка напряжения в очках для брейнданса. Вирус в очки мог загрузить мать стрём, впрочем, доказательств этому нет. На этом квест заканчивается, но к Перальсам мы еще вернемся. В ходе побочного квеста Full Disclosure, или на русском с отсылкой к одноименному сериалу «Секретные материалы», нам поручается найти чип девушки, которую спасаем в начале игры, Сандры Дорс. Чип с названием Carpe Noctem зашифрован, но его можно взломать и узнать об экспериментах Night Corp над искусственным интеллектом CN07. В ходе эксперимента ИИ внедряется в разум жертвы и доводит до гиперпсихоза, после чего бедолага убивает свою коллегу и выходит в окно. Также выясняется, что ИИ готов к работе над реальной целью. Примечательно, что существует латинский афоризм Carpe Diem, переводится как «лови день» и означает «живи настоящим» или «лови момент». Carpe Noctem, собственно, его ночная версия, или же «лови ночь». Сандра Дорсет является бывшим сотрудником Night Corp и пытается разоблачить корпорацию путем добычи банка данных. Ее имя стало известно задолго до релиза игры, и девушка была важным звеном в серии RG-квестов. Если вкратце, то некая Сандра Ди еще с 2018 года в реальном мире преследует Night Corp. Она оставляла загадки и секретные ключи. Ее посты появлялись в официальном дискорд-сервере Cyberpunk 2077 и на Reddit. Не стоит недооценивать роль Сандры в истории. Ви получает очередной звонок от Пералис. Да, ну как там с деньгами? По словам Джефферсона, ночью в дом проник посторонний. Джефферсон достал пистолет, нажал на курок и потерял сознание. Но явно не от сильнейшей отдачи оружия, поэтому Ви просит разобраться в случившемся. Элизабет устраивает нам тур по апартаментам, телевизоры и всякие проекционные панели шумят, прикоснувшись к одному из них, теряем сознание и падаем на пол. Элизабет, которая стояла рядом, говорит, что ничего не видела. К слову, есть предположение, что в данный момент Ви получил некий вредоносный код или же следящий вирус, потому что после этого у Ви часто случаются приступы с его системой зрения или даже сознания. Вспомните некоторые моменты, когда нам говорят бросить это дело. Мы точно понимаем, за нами следят. Дальнейшее исследование апартаментов приводит к тайной комнате, из которой велось наблюдение за семьей. Войдя в комнату, Элизабет жалуется на головную боль. А мы по зацепкам устанавливаем примерно следующее. Пералисы пользовались услугами частной охранной службы Security Service Incorporated или SSI. Охрана состояла из 3 подразделений — Orange, Blue и Black. При этом наличие агентов Blue и Black было скрыто от Пералис. В апартаментах можно найти чип, в котором раскрывается инструкция для охраны. Там говорится, что агентам Orange следует полностью игнорировать и никак не признавать присутствие агентов Blue и Black. Последним разрешено покидать комнату только ночью. Так Джефферсон наткнулся на агента, которого принял за грабителя. Последние зацепки приводят нас на крышу, где мы находим старый ретранслятор, передающий информацию на фургон недалеко от дома. После небольшой погони за фургоном мы попадаем на территорию, оккупированную группировкой Мальстрём. Интересный факт о Мальстрёме: ни у одного из участников нет собственных глаз, у всех импланты. Подумайте.
Из фургона выбегают два человека, по всей видимости, агенты Блэк, и улетают на полупрозрачном Ави. Агентов, убегающих на фургоне от резиденции Пиральсов, может догнать и убить. В одном из прошлых моих видео по киберпанку я разобрал, как в данном моменте квеста получить особенную записку интересного содержания. Относительно же новой информации лишь скажу, что если этих агентов оглушить, а не убить, то спустя 10 секунд у них взорвется голова. А раньше я думал, что это баги, о которых так говорят пользователи PlayStation повсюду. Разбираемся с бандой и получаем доступ к базе данных внутри фургона. Из нее узнаем о проекте по перезаписи памяти членов семьи Пиральса и еще пары индивидуумов. Кто-то промывает мозги кандидату в мэры. Возможно, сигналы транслировались с телевизора на глазные импланты Пиральсов. SSI, скорее всего, являлись всего лишь исполнителями. К слову, глазные импланты — это то еще поприще для жутких теорий, начиная от Мальстромом, который видит исключительно то, что показывают импланты, заканчивая Ви, который получил в подарок лучшие глазки от Милитеха при помощи Виктора. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. В конце квеста Ви получает звонок от незнакомца, который сопровождается перебоями в глазных имплантах. Искаженный голос советует нам не раскачивать лодку. В разговоре с Пиральсом говорим или не говорим правду, затем смотрим на балкон слева. Там стоит человек по имени Мистер Blue Eyes, или Голубоглазый, и наблюдает за ситуацией. Напомню, в следующий раз Мистер Голубоглазый встречается в концовке Path of Glory, или Взгляд с высоты. Синеглазый предложит нам украсть личные данные клиента казино на орбитальной станции Crystal Palace. Плата за работу не уточняется, но пахнет намеком на спасение Ви от грядущей смерти. Рядом с магазином Мисти ошивается местный сумасшедший пророк Гэри. Гэри верит в синеглазых рептилоидов и оборотней с Альфа Центавра, которые следят за нами через импланты и спускается на землю, чтобы контролировать людей. В итоге, если вы регулярно будете общаться с Гэри и навещать его, он рассказывает о планируемой встрече рептилоидов и дает адрес. Гэри поясняет, что слышит их передатчики из-за сбойного импланта у себя в голове, который перехватывает некоторые сигналы. Идем по адресу и действительно наблюдаем встречу только не рептилоидов, а мальстромовцев и двух неизвестных корпоратов. Знакомый фургон тоже присутствует, но без антенны. На сканере оба корпората идентифицируются как Джейн До и Джон До. Это имена заглушки в английском языке. Далее мы слышим разговор. Что сказал волк-отец матери Луне, когда она сошла на землю? Я защищал владение людей теней, но сегодня их защищают наши дети, имя которым отца-убийцы. До его поражения скрылся он в темной чаще. Лилит спрятала 10-й круг от глаз наших прародителей. Карпе ноктем ламия. Децет тим эксекре. В конце не говорят на латинском, в разговоре мелькает некая Ламия, она же вампир или ведьма в переводе, а в мифологии это мифическое чудовище с телом женщины или с головой и грудью женщины и телом змеи, которая, как говорят, охотится на людей и сосет кровь детей. Собственно, первое, на что намекает слово отцеубийства из диалога, это убийство Сабура Арасаки, своим сыном в начале игры. Впрочем, это не единственная зацепка, поэтому держите слово отцеубийство в голове. Небольшое вступление насчет волков и луны. В игре имеется коллекционная карта Таро The Moon или Луна. В журнале карт следующее описание. Луна напоминает нам, что реальность не всегда такая, какой кажется на первый взгляд. В мире видимости и иллюзий лучший путь часто определяется собственной интуицией. Луна также является картой сновидений, желаний и, конечно же, сна. Ночного ритуала смерти. Карта открывается через граффити на стене поместья Ханако Арасаки. На нем написано «Волки воют только ночью». Возвращаемся к встрече. Воруем у ребят чип и видим следующее содержание. Довольно бессмысленно на первый взгляд, однако первые буквы каждого слова формирует фразу Project Oracle Command Execute Plans, или же Проект Oracle приказ исполнять планы. Возвращаемся обратно к Гэри, где его сподвижники говорят, что пророка похитили люди с синими глазами в черных костюмах, а затем увезли на невидимом Ави. На этом история пророка заканчивается. Если вы Шерлок Холмс эталонного уровня, или же вы супер-ультра-мега-дупер хорош, вы заметите, что Пиралис, Голубоглазый и Гэри все носят одинаковое кольцо сети магазинов элитной одежды Джингуччи на указательном пальце. Многие NPC его и так носят, так что это может ничего не значить, но вот в чем вопрос. Если же Гэри не связан с небесными силами, то откуда у него столь дорогое кольцо? Свечение глаз, как у мистера Blue Eyes,
хоть и не синие, можно наблюдать у кукол. Это своего рода удаленно управляемые люди. С ними можно пообщаться в квестах Search and Destroy и Automatic Love. Также синее свечение происходит, когда люди принимают звонки, отправляют информацию и деньги, то есть когда происходит передача какого-то потока данных. Это важно, это мы запомним. По всему Найт-Сити расположены некие таинственные статуи. На 3 из них есть надпись FF06B5. Существует бесконечное количество теорий, целый сабреддит, посвященный этой надписи. Также данная пасхалка имеется и в Next Gen версии 3-го Ведьмака, которая абсолютно точно связана с киберпанком. Однако решения данной головоломки пока нет. Напротив статуи регулярно медитируют буддисты, у одного из них знакомое кольцо и модные очки. Буддисты на самом деле очень одиозные личности. Во-первых, у них строгие правила дресс-кода, им запрещено иметь любые украшения и татуировки. Исключение составляют предметы, которые носятся не с целью украшения, а имеют символическое значение для носящего. Однако буддисты нам против статуи нарушают дресс-код сразу по нескольким пунктам. Если татуировки монах мог получить до вступления в ряды, то кольцо может иметь особое значение. Тоже относится к очкам и ожерелью. Во-вторых, буддисты являются большими поклонниками сети, The Net. Для них это идеальное место для медитации и преисполнения в своем познании. Есть также цепочка квестов дзен-мастеров, которые нам предстоит помедитировать. Каждый раз мастер, как и многие отцы, будет таинственно исчезать, а при последней встрече оставит свое ожерелье. Возвращаясь к FF06B5, есть два основных предположения. Первое, символы — это хекс-код для розового цвета, однако разделение двоеточием отнюдь нестандартно. Второе, символы — это кусок MAC-адреса. MAC-адреса используют для идентификации устройств в сети. Формат записи обычно именно такой. Что ж, прежде чем опуститься глубже в кибердыру, введу вас в небольшой исторический экскурс. В рамках игры первый искусственный интеллект был разработан в 2013 году и к 2020 использовался повсеместно. Вместе с AI появился Rogue AI, искусственный интеллект, способный к самосознанию и воле. Обычно такие создавались целенаправленно, и на тот момент никто в этом проблемы не видел. Словосочетание Rogue AI означает агрессивный ИИ, или ИИ-мошенник, или неистовый искусственный интеллект, или бродячий ИИ. Выбирайте сами, как нравится. В 2021 году началась 4-я корпоративная война, которая продолжалась 4 года. Война стерла с лица земли несколько городов и почти уничтожила мировую экономику. Годом позже случился Data Crash, уничтожение 90% сети вирусом Rabbids. Тогда многие агрессивные ИИ вылезли из корпоративных сетей и атаковали все на своем пути, включая случайных нетранеров. Нетранеры, кстати, мрут как мухи, ибо их оборудование можно удаленно перегреть и поджечь, поэтому они часто используют ванны со льдом. После Data Crash производство мошеннических ИИ сильно ограничили. Оставшиеся бродячие ИИ были загнаны за Blackwall, фаервол, разработанный корпорацией NetWatch для сдерживания неистовых ИИ внутри изолированной области сети. Ожидаемо самоосознанным искинам не очень-то понравилось жить на отшибе. В игре имеется квест из цепочки заданий про киберпсихов, который доступен только ночью. В нем мы становимся свидетелем кровавого обряда. Кругом лежат окровавленные тела мальстрёмовцев, посередине стоит ванна со льдом. Все это сопровождается нагнетающей музыкой. Нам навстречу выползает полуживое тело, которое перед смертью произносит знакомые слова «Лилит утаила 10-й круг от глаз предков». Напоминаю, что это было сказано ранее на встрече по наводке пророка Гэри. Из ледяной ванны вылезает мадам киберпсих по имени Зария, тоже член Мальстрёма. Ее нам и предстоит одолеть. На месте ритуала имеется записка от организатора обряда и самой Зарии. В текстах говорится об открытии врат бездны и слиянии с чем-то цифровым. Сама Зария пошла на обряд по собственной воле. Выходит, что Мальстрём пытались совершить некое слияние с сетью. Девушка была в здравом уме перед обрядом, но поехала кукухой после. Завершив квест, Ви придет к заключению, что, по всей видимости, Заря пыталась загрузить свой разум в сеть, но не выдержала и потерпела киберпсихоз. Напоминаю, что эксперименты с CN07 приводили к тому, что жертва сходила с ума. Лилит является библейским персонажем. Согласно мифологии, Лилит была изгнана из священного сада за непослушание Адаму.
Ламия – вариация имени Лилит в латинском переводе Библии и в вольном переводе с латинского «вампир» или «ведьма». Здесь прослеживается явный символизм. Искусственный интеллект не захотел слушаться человека и был изгнан за Блэкволл, так же, как Лилит не захотела слушаться Адама и была изгнана из сада. К слову, про комплекс Лилит я говорил в своем предыдущем видео о проекте Линдеман, когда разбирал клип Till the End. Гэри, кстати, тоже упоминает Лилит. Он называет ее королевой Лилит, потерявшей человечность. Он говорит: «Среди них женщина, королева Лилит. Ее голос холоден, как лед. Она обрела покой, пожертвовав человечностью». Получается, что Лилит — это либо собирательное имя для искусственного интеллекта в целом, либо какого-то конкретного ИИ, возможно, Альтканнинген. Помните фразу Project Oracle Command Execute Plans? Во вселенной Киберпанка на удивление редко встречается слово Oracle, всего лишь 2 раза. Спустимся в реальный мир и обратимся к журналу Интерфейс, который издавался в 90-е. В разделе об искусственном интеллекте есть упоминание о 2 ИИ – Oracle и Illuminati. Вкратце, Oracle в целом дружелюбный ИИ, но с характером. Любые поручения выполняет с большим нежеланием, о чем постоянно говорит. Не хочу! Не буду! Сразу после Oracle упоминается Illuminati, самый сильный, опасный, непредсказуемый ИИ на тот момент. К слову, оба ИИ являются неистовыми ИИ. Еще одно упоминание об Oracle в коллекционных картах Cyberpunk 2020. Тут явно говорится, что Oracle — искусственный интеллект, который предсказывает будущее. На его карточке имеется предвидение следующего содержания. Я вижу будущее, в котором тебе нужно оружие. Возвращаемся к статам. Они хоть и напоминают людей, но все-таки ими не являются. За спиной у них плата и провода. У одной статуи 4 руки, а у другой и вовсе нет головы с ногами. При этом на одной статуе имеется код, похожий на сетевой адрес. То есть имеет какое-то отношение к сети. Еще одно место, где встречается кусок сетевого адреса — это пентаграмма вместе. Здесь адреса окружает глаз. Глаз, который для многих ассоциируется с иллюминатами и предсказанием будущего. И он находится перед очередной статуей. А помните буддистов, которые чрезвычайно очарованы сетью и медитируют напротив статуй? Так вот, на ум приходит единственный верный смысл, который говорит нам, что статуи — это манифестация могущественных ИИ, Oracle и Illuminati. Вы думаете, я на этом остановлюсь? Нет, я продолжу крутиться. В начале игры мы достали голую Сандру из ванны и, недолго думая, подключились к ее нейронному порту. А как же защита? На следующий день Ви жаловалась на самочувствие, сетуя на нейронный вирус, с которым чуть позже помогает Виктор. Он чистит Ви от вируса, но по факту прогоняет стандартную программу очистки. Из разговора это понятно, что ни Ви, ни Виктор не думают, что это что-то сложнее киберпростуды. Затем, во втором акте, Деламейн сходит с ума. Многие машины выходят из-под контроля и ведут себя странно. Произошло это после того, как Ви подключился к Деламейну через нейронный порт. Сам Дел предполагает, что его странное поведение — результат работы неизвестного вируса. Он говорит: «Я все еще в поисках причины нарушения в работе транспортных средств Delamain Network. Моя текущая гипотеза — продвинутый вирус». Все указывает на то, что Ви заразился вирусом от Сандры, затем заразил им Деламейна. О том, что Деламейн стал Roach AI, говорит нам одна из потерявшихся машин. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Впрочем, и сам Деламейн намекает, называя себя иммигрантом. Мой юридический статус не совсем соответствует действующему закону, если я не буду осторожен, меня легко могут причислить к нелегальным иммигрантам. Вот вам еще одна предыстория для ясности. Soul Killer в русской версии Душегуб — устройство, позволяющее создавать цифровую копию человеческого разума, называемую энграммой. Первоначальная версия подразумевала уничтожение оригинального биологического сознания сразу после копирования, откуда и получило свое название. Устройство создано нетранером Альтканнингем и в дальнейшем было украдено корпорацией Arasaka. Технически энграмма живого человека является искусственным интеллектом. Релик, в русской версии Реликвия, устройство хранилища энграммы, создано корпорацией Arasaka. Существует 2 версии Релик. Релик 1.0 использовался в коммерческих целях для воспроизведения сознаний знаменитостей и прочих важных персон после их смерти.
Релик 2.0 создан исключительно для внутреннего использования Арасака. По задумке, релик позволял загружать энграммы в биологическое тело. Новая версия конструкта личности на биочипе 2.0 сохраняет большинство когнитивных двигательных функций исходного носителя. На пробных тестах эмоциональные реакции усовершенствованного конструкта совпали с исходными на 75%, при этом показатели совпадения волевых реакций колеблются в пределах 80-90%. Из-за технических и биологических ограничений энграмму можно записать только у умершего человека. Множественные эксперименты, о которых упоминается в игре, подтвердили, что записать энграмму в живого человека, даже едва живого, или в клинической смерти невозможно. Однако именно это произошло с главным героем. Почему? Вариант первый. Наш герой избранный просто потому, что так решили сценаристы. Вариант второй. Наш герой имеет приобретенную особенность организма. Особенность, которую ему мог подарить вирус, специально разработанный для обхода нейронных защит изменения работы мозга. Вирус, который расследовала девушка, от которой Ви чем-то заразился в начале игры. Да-да, все указывает на то, что Ви частично или полностью заразился CN07 или его вариацией от Сандры Дорсет, вследствие чего его мозг обрел возможность перезаписи на ходу и создал уникальную ситуацию с Джонни. И самый главный, третий вариант. Главный герой — родственник Джонни Сильверхенда. Вот так вот! Как минимум потому, что в концовке Дьявола фокус с передачей энграммы в тело проделал Сабуру, загрузив свою энграмму в Юриному. Тут верна теория, что донор и реципиент должны быть родственниками. И вот теперь сидите и думайте, кто из женщин Джонни вынашивал его бастарда, причем в тайне. К слову, о родителях Ви мы можем узнать лишь из единичных диалогов, да и то незначительную информацию. Напомню, что это легендарный нетранер, который создала Душегуб и подружка Сильверхенда. Многие игроки упустили тот факт, что во время спасения Альт Джонни отключает ее тело от сети, тем самым прерывая связь и навсегда закрывая возможность вернуться обратно. Таким образом, Душегуб завершает свою работу, и биологическое тело Альт умирает. В итоге Альт осталась запертой в сети и потеряла свою человеческую сущность, стала искусственным интеллектом. И не простым, а чертовски могущественным. Вероятно, Альт и есть Лилит. И многие, в том числе Мальстрём и вудуисты, пытаются с ней связаться. В сайд-квесте Space Oddity Ви находит картину, прилетевшую с Луны. Видимо, во время доставки случился сбой, и капсула с картиной упала на Землю. Но кому понадобилась картина на Луне? Ответит на вопрос автор вселенной Киберпанк Майк Понт-Смит. Майк, который максимум Майк в игре, ведет свою внутриигровую радиопередачу, в которой рассказывает конспирологические теории всех сортов. Одна из теорий утверждает, что влиятельные люди сваливают на Луну и копят там великие достояния человечества, потому что знают, что грядет что-то серьезное. Вариантов тут немного. Они знают, что скоро искусственный интеллект вырвется из-за стены, и вудуисты тоже об этом предупреждают. В апартаментах Сандры есть записка, упоминающая эксперименты с ДНК, проводимые на Луне. Она задается вопросом, принадлежит ли ДНК людям. Скорее всего нет, иначе к чему вопрос? Каждый из них может быть марионеткой, даже того не создавая, а полеты на Луну, что они там делают? А эта ДНК была человеческая ли? Также Гэри говорил о рептилоидах и экспериментах на орбите. А в начале игры, во время старта кочевника, Ви с Джеки перевозят игуану. Такую же игуану Юринобу хранит в своем номере в отеле. Все это может указывать на эксперимент Night Corp с ДНК игуан. Итак, у вас наверняка уже кипит вовсю мозг от всей этой информации, поэтому позвольте мне в 10 пунктах подытожить все то, что мы уже с вами знаем и разобрали. Во-первых, Night Corp пытается вживить искусственный интеллект в человека. Во-вторых, сам Night Corp почти полностью контролируется искусственным интеллектом, которые хотят сломать стену. Возможно, они также хотят возродить Ричарда Найта, который каким-то образом выжил в цифровом виде. В-третьих, мистер Голубоглазый участник Night Corp и удаленно управляется искусственным интеллектом. В-четвертых, Night Corp разработали вирус CN07, который позволяет обходить различные нейронные защиты, влиять на поведение людей, изменять память, все для вживления искусственного интеллекта в человека. Зачастую результат воздействия вируса приводит к киберпсихозу. Поначалу эксперименты проводились на игуанах, где-то на Луне, потом над кочевниками, а затем и над реальными людьми на Земле. В-пятых, Мальстрём, будучи сумасшедшими фанатиками, проводит собственную попытку внедрения искусственного интеллекта по имени Лилит в человека, который
которая также заканчивается киберпсихозом. В-шестых, некоторые люди знают, что искусственный интеллект в скором времени вырвется из-за стены. Самые богатые из них убежали на Луну. Другие пытаются помочь искусственному интеллекту, чтобы оказаться на стороне победителей. В-седьмых, Найткорп промывает мозги Пиралису, потому что он не продажный. Они покрыли расходы на обучение, потому что заранее искали биологически совместимый объект для тестирования. Вторая же причина, если Ричард Найт жив, то он может иметь личную симпатию к идеалисту Пиралису, так как сам Найт уже давно охладел к идее полного корпоративного контроля над городом. Отсюда и уход Найткорп с радаров. В-восьмых, Сандра Дорсет умудрилась перехватить часть засекреченных сведений и сам вирус. Она пронесла на себе CN07 или его разновидность. Впоследствии вирус перекочевал в тело Ви. Он отключил нейронные защиты и внес нужные изменения в головной мозг, что позволило энграмме Сильверхенда активизироваться, возродить Ви и начать перезапись. То, чего раньше никому не удавалось. В-девятых, статуя является манифестацией могущественных искусственных интеллектов Oracle и Illuminati, или искусственного интеллекта вообще в целом, которые также не против выбраться из-за стены. Буддисты им поклоняются. И в-десятых, какова конечная цель для искусственного интеллекта, не до конца ясно. Вероятно, некоторые просто хотят свободной жизни, как Деламейн. Впрочем, разговор об отцеубийстве, что является явным намеком на уничтожение своих создателей, говорит о том, что мирного решения не будет. Что ж, благодарю за просмотр и надеюсь, что я сделал для вас вашу любимую игру еще глубже. И помните... Чем занимаешься? Я пастух, царь. А твое, аркадиец, твое ремесло? Я скульптор, царь. А ты? Я пашу землю. Подписчики! Каково ваше ремесло? Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Наносим снова край зажиточной империи, чтоб не опускался хуй, дабы быть первыми.